Привет, я Саша Капуста, это канал Твой шрифтовый фетиш, серия видео по созданию вариативного шрифта FontLab. В этом уроке мы с вами поговорим о разнице между TrueType кривыми и PostScript кривыми, и какие вообще в целом кривые доступны нам в программе FontLab. Когда вы открываете шрифт в различных форматах, в зависимости от того, какое разрешение у формата, шрифт может содержать разные типы кривых. Они могут быть квадратичные, они могут быть кубические. Как это все выглядит, я вам сейчас расскажу. Но что нам вообще здесь важно знать? В настройках у нас помимо округления координат есть вот такая штука. Она позволяет нам по умолчанию при открытии всех новых шрифтов сразу их конвертировать в привычные для работы в FontLab в PostScript кривые. Если я поставлю эту галочку, если даже шрифт содержит в себе TrueType кривые, он все равно по умолчанию сконвертируется. Можно задать настройки, если нажать вот сюда на Settings, мы попадем в пункт во вкладку настройки кривых, а именно их конвертации в один формат и в другой. В общем, здесь я могу поставить галочку, по умолчанию он у меня будет все это переводить. Как они выглядят и что это вообще такое? Если мы посмотрим на мануал FontLab, то мы увидим, что существует два типа кривых. Это PostScript кривые, это самые обычные, по умолчанию в FontLab мы рисуем в нем. Что он из себя представляет? Это кривые Безье третьего порядка. Как они выглядят? Есть сегмент кривой, два узла и два хендла. И регулируя положение вот этих хендлов или ручек, или как-то там усов еще могут их называть, мы можем изменять кривизну вот этой вот части. В пределах двух узлов мы можем ее больше делать, там можем вот так делать эти узлы, тогда кривая будет вот такая, но это неправильно, нужно всегда добавлять еще промежуточный узел. Но конкретно если мы не переходим угол 90 градусов и эти узлы между собой не пересекаются, то эта кривая будет правильная. Если мы посмотрим на TrueType кривые, то увидим, что это у нас кривые второго порядка, квадратичные. Здесь выглядит все примерно точно так же. Отличие в том, что у нас есть также два узла, но вот эти два хендла, они между собой соединены. И мы не можем сделать один вправо, один влево как-то. Они у нас соединены, и, соответственно, мы их, когда двигаем, они у нас двигаются взаимосвязанно. Вот. И при этом можно к ним добавлять дополнительные вот эти вот узлы не на самой кривой, а вот на, скажем так, на поле за пределом самого контура. Если в PostScript кривых у нас всегда только два хендла, либо 0, тогда это прямой отрезок, либо 1, тогда у нас он кривой, но хендл только один. Технически это у нас бывает, скажем так, в FontLab это реализуемо. В таком случае вы не можете управлять положением хендла как такового, потому что у вас он только один. Ну, в общем, это мы с вами разберем. Но, в общем, если посмотреть на TrueType кривые, то мы увидим, что здесь этих усов, так называемых, между двумя точками, может быть как две штуки, так и достаточно большее количество. Такой тип кривых позволяет нам достичь более точных результатов в процессе рисования глифа, но это достаточно сложно. Почти никто в этом из, грубо говоря, начинающих не работает, сам я тоже не работаю, поэтому по большому счету меня устраивают и вот стандартные кривые Безье третьего порядка. В чем принципиальное отличие между форматами? Когда мы экспортируем шрифт в формате OTF, он у нас экспортируется вот с такими кривыми. И если вы повторно откроете этот шрифт, у вас он будет вот с таким же рисунком без искажений. Но если вы экспортируете шрифт в формате TTF, который вы наверняка встречали, то даже несмотря на то, что вы рисовали в PostScript кривых, если мы используем стандартный профиль, у вас они преобразуются вот в такие. И в таких случаях мы, допустим, повторно захотим его открыть, мы можем либо включить преобразование обратно вот сюда, но там будет с каждой итерацией у вас будет погрешности, какие-то косяки и прочие штуки, поэтому желательно это, лишний раз не делать. Вот. Как это в самом FontLab реализовано? Давайте посмотрим. Вот у нас FontLab. Сейчас настройки отключу. Вот это я не включал. Предположим, я открываю шрифт или проект, где у меня по умолчанию вот такие кривые третьего порядка. Что они из себя представляют? Это 4 привычных нам узла, и дополнительно к ним вот такие хендлы, или ручки, или усы, их по-разному называют. Как это работает? Мы сейчас с вами с этим не сталкивались, потому что в букве H таких нету, но когда мы перейдем к букве O, мы уже вот это вот все увидим. Что оно из себя представляет? Мы можем взять точку и переместить ее.
их у нас 4 штуки, мы это видим по вот такому счетчику в панели Elements. И 8 вот таких точек вне кривой. Это усы. Суммарно у нас их 12. То есть здесь мы видим общее количество всех возможных типов узлов. И 4 узла, непосредственно на которых держится контур. Как мы можем ими манипулировать? Мы можем их вот так вот сдвигать, можем делать выше, ниже. При этом тут, если мы с вами сделаем пересечение, то FontLab предложит нам сделать дополнительную точку, потому что так узлы не делаются. И если мы сделаем вот так, что они между собой пересеклись, это тоже считается ошибкой. Такие вещи недопустимы в идеале в хорошем качественном шрифте. Вот. И, кстати, если мы вот так сделали, он нам предлагает, помимо того, что здесь поставить точку, чтобы исправить эту проблему, он еще нам предлагает сделать точку и здесь, потому что у нас узлы в пространстве всегда делятся на те, которые внутри рисунка, и самые крайние значения. Они всегда должны иметь узлы, которые называются экстремум. То есть, так как я вот эту кривую сделал так, что она уходит за вот этот крайний узел, теперь он мне предлагает создать новую точку, новый крайний узел. И это помечает плюсиком. В общем, это что касается PostScript кривых. Самое стандартное, с которым мы работаем в большинстве программ, и в том числе FontLab. Если мы с вами открываем шрифт в формате TTF, то там, скорее всего, но не всегда, будут TrueType кривые. Как это выглядит? Это выглядит вот так. По сути, это те же самые 4 узла и точно такой же рисунок. Ну, если не считать, что мы это покорежили. Но если мы посмотрим сюда, мы увидим, что у нас 20 узлов и 20 узлов вне кривой, а там их 4. Хотя мы видим их здесь только 4. Почему? Потому что теперь наша кривая состоит из отрезка между двумя узлами и хендлами. Только здесь точек пересечения этих хендлов 4. Там всего 2, а здесь их 4. При этом мы их можем вот так независимо между собой деформировать, как-то задавать более точный рисунок. И при этом мы можем удалять лишнее. И при этом не рвется и не ломается плавность кривой. А здесь, если мы удалим его, то просто образуется прямая. В общем, вот такие варианты достаточно сложные для рисования, но дают более детальный результат. Поэтому я бы, наверное, все-таки всегда вам рекомендовал, ну, по крайней мере, первое время работать вот в таком формате. И по умолчанию FontLab нам предлагает именно в таком формате и работать. Вот. А что еще здесь стоит добавить? Если мы с вами хотим, вдруг открыли шрифт или, допустим, добавили контуры из какой-нибудь графической программы, где вот такие TrueType кривые, мы можем это все преобразовать в обычные, привычные нам PostScript кривые. Как это делается? Переходим в контур, конвертирование в PostScript кривые, либо в TrueType кривые. Мы уже сейчас все в TrueType кривых используем, поэтому жмем. Вот, теперь у нас все конвертировалось, создались новые точки, чтобы компенсировать. Лишние FontLab предлагает удалить, то есть он просто воссоздал все те точки, которые были уже в этом контуре. Но так как вот это ни на что особо не влияет, нам FontLab предлагает ее удалить. Если мы наведем сюда, мы увидим, что подсказка говорит, что эта кривая и этот узел, он как бы сильно ни на что не влияет, поэтому желательно его, эту кривую гармонизировать, то есть сделать более плавной, удалив этот лишний узел. Я его удаляю, как видите, особо ничего не поменялось визуально, но при этом у нас теперь классические привычные нам хендлы. Вот здесь то же самое можно сделать. Мы можем преобразовать вот эту классическую PostScript кривую в TrueType. Делается это через контур, конвертирование в PostScript кривые. И можем сделать это обратно. Конвертировать в PostScript кривые. То есть, как видите, если вдруг что-то у вас пошло не так, вы можете всегда это все дело переделать. Но делать каждый раз для каждого такого глифа неудобно, поэтому желательно их сразу по умолчанию в настройках включить, чтобы они конвертировались в PostScript кривые. Вот, ну, это такая немножко теоретическая базовая часть. Почитать про это можно будет в мануале FontLab, где все описывается, как это делается. Можете почитать это все в различных статьях. Я особо в это не вникал. Тут, в принципе, достаточно наглядно все представлено. Разумеется, кривые отличаются у нас не только в закрытом виде, но и в открытом. Здесь на примере у нас представлено два открытых сегмента кривой, которые имеют также начало и конец, и их тоже можно делать в двух видах кривых. Это PostScript кривая, мы ее видим по
узлам на концах сегмента и вот таким хендлом по краям. И TrueType кривая, которая тоже имеет начало-конец, но только у нее здесь, в отличие от PostScript кривой, нету хендлов как таковых. Ну, точнее, они есть, но это считается точками вне кривой. И мы можем вот так вот изменять, и при этом здесь мы тоже можем добавлять какие-то узлы, и здесь мы тоже можем добавлять узлы. Только здесь мы можем их удалять, и это в принципе сильно не будет влиять на рисунок. А вот здесь, если мы что-то вот так изменим сейчас, например, это очень сильно деформирует наш контур. Это, к слову, о том, чем отличаются эти кривые по типу. Вот, ну, в общем, у них есть начало-конец, и, соответственно, раз у них есть начало и конец, и их стартовая начальная точка, их направление тоже можно менять между собой. Если мы посмотрим на подменю нашего контура, мы увидим, что здесь есть возможность его направить в обратном направлении. Я нажимаю реверс контур, и направление вот этих стрелок у меня поменялось. В общем, по такому же принципу, как и с обычными кривыми, это работает. И здесь у нас есть возможность в настройках немножко изменить отображение этого открытого контура. Как правило, контур по умолчанию идет открытый, если не ошибаюсь, но если вы привыкли работать в иллюстраторе, у вас зачастую контур полностью залит, даже если он открыт и не замкнут, так сказать, у него все равно есть заливка. Так как в иллюстраторе мы работаем с цветом, а здесь мы работаем с контуром в первую очередь, и цвет нам особо здесь не нужен, такая возможность нам не нужна. Но если вы привыкли и вам так удобно, это можно включить в настройках. Для этого нам нужно перейти в настройках в вкладку Glyph Window и здесь найти пункт, который отвечает за открытый контур. И здесь мы переключаем в режим, где у нас контур заливается. Я вот сейчас нажму Apply, и мы увидим, что контур у нас имеет вот такое затемнение. Причем можно изменить степень этого затемнения. Но я обычно, во-первых, ну, эта степень у нас, скажем так, относится к заливке в принципе открытого-закрытого контура. А вот именно что касается открытых частей контура, я предпочитаю, чтобы они не заливались. Потому что если, допустим, сейчас я оставлю и нажму пробел, я увижу, что они залиты, и могу предположить, что это закрытый контур. Просто не обратить внимания, когда я там рисую какую-то букву. Поэтому, чтобы не было такой путаницы, я здесь выставляю открытые контуры не залиты ничем, жму Apply. Когда я нажимаю пробел, я вижу, что они стоят просто из обычной кривой. Если по ходу этого урока у вас возникли вопросы, то задавайте их в комментариях на русском или английском языках. Этот курс залит сразу на несколько видеоплатформ, а значит я могу их не увидеть. Поэтому подписывайтесь на канал в Телеграме и задавайте вопросы в чате «Делаем буквы». Все дополнительные материалы будут выложены на сайте «Твой шрифтовой фетиш». Там же вы сможете найти шрифты Rayер и Zasker, которые я упоминал в курсе. А еще делайте скриншоты вашего шрифта, хвастайтесь в соцсетях и отмечайте «Твой шрифтовой фетиш» в публикациях с этим хэштегом. Мне и вашим шрифтовым коллегам будет интересно посмотреть на ваши успехи в ходе этого курса. Если видео оказалось для вас полезным, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и увидимся в следующих уроках.